Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад, второй прогноз на октябрь. Финансы, работа, перспективы и новые способы дохода или новые способы заработка. Сделать эту серию видео мне подсказала или проявила интерес одна из подписчиц вот в части именно как новые способы заработка и дохода, насколько это возможно, насколько это окажется продуктивным. И правда, у нас, наверное, сейчас жизнь настолько переменчива и многолика, что что-то меняется. Если мы прежде не собирались, даже не думали в этом направлении, то нас жизнь словно может развернуть и заставить как раз подумать о том, что я умею делать, например, как свое творчество развить, или как монетизировать хобби, или ремесло, то, что я умею делать хорошо, то, чем мне нравится заниматься. Может быть, вы пишете картины или книги, но любую форму вашей какой-то занятости от души, от вдохновения, ведь по сути можно переложить в материальную плоскость и для себя извлечь какие-то плюсы. Кто-то сдает квартиры в наем, правда, это тоже дополнительный способ заработка. Ну, а кто-то, может быть, блог ведет или создает сайты, или планирует переключиться вообще, изменить как бы сферу деятельности. И для этого тоже достаточно много предпосылок, если взять систему или работу в IT-сфере. Там ведь тоже достаточно вот скилл, то, что называется навык. Если мы их нарабатываем, это можно осуществить в течение ряда месяцев, то есть это не университет, который надо годами ходить и обучаться, ну или заочно, пусть даже, но все равно сессии какие-то люди проходят, а здесь именно получить этот самый навык и вот достаточно быстро осуществить переход к новой профессии. Но я как вариант рассматриваю, это до бесконечности можно перечислять. Самое главное, не сидеть на месте, наверное. Ну вот для тех таких непосед подойдет этот расклад, или, может быть, вы сейчас уже думаете, а стоит ли мне этим заниматься или нет. И я надеюсь, этот расклад вам будет чем-то полезен. И поскольку мы все разные, наверное, сделаем сигнификацию, подойдут ли вам эти прогнозы, вот сам по себе расклад или нет. Что у вас сейчас? Вот давайте узнаем. Что по факту? Ну, для тех, кто смотрит мое видео, точно. 13-й старший аркан. И он нам, понятно, говорит не о смерти, но какая-то ситуация у нас как будто заканчивается. Или на прежнем месте работы невозможно работать. Может быть, сложилась обстановка эмоциональная такова. Или вследствие других каких-то причин, или обстоятельств непреодолимой силы вам приходится менять направление в работе или использовать действительно как бы в поиск входить вариантов, куда я себя могу приложить или вообще где я могу каким образом заработать деньги. По 13-му аркану это как будто прошлое уже практически от нас оттолкнулось. Есть то, может быть, для кого-то проиграется как схема работы или то, что для меня было понятно, теперь словно меняется, хотя и карта может говорить о том, что на вашем теперешнем месте работы, вот где вы сейчас, может быть, находитесь, или получаете откуда доход, тоже какие-то перемены, подвижки, или, может быть, какие-то новые условия, новый график, который с вами несовместим. По этой карте есть какая-то безвозвратность, понимаете, значит, есть и посыл к тому, чтобы что-то менять. Что еще давайте мы узнаем, что это может быть? Есть и праздник. У кого-то могла быть причина, когда я переехал или переехала, или, предположим, изменения, правда, в семье, изменения в том, что, может быть, кто-то ожидает ребенка, или вы сейчас находитесь в декретном отпуске, или в отпуске по уходу за ребенком. У кого-то произошли и еще какие-то события, которые связаны с вашей личной жизнью. Или, может быть, отчасти с перемещением куда-то в другую страну, в другую местность. И мне сложно будет по моей специальности найти работу, и значит, я должна найти какие-то другие альтернативные варианты. Вообще, карта победы и праздника после победы. Вот нам о чем говорят. Для кого-то может это означать, что я уже все этапы как будто прошел или прошла. По то, что я мог достичь, я уже это достиг. И мне теперь уже где-то необходимо просто
словно новый путь выбрать. У кого-то и так проиграется. Или, опять же, это либо с переездом, либо с какой-то семейной историей. А может быть, это ваши личные амбиции. Как будто я не вижу продвижения по прежнему месту работы. Может быть, обстановка такова. Или вы утратили интерес к прежней профессии. И так тоже может быть. Как будто победа есть, но я иду дальше. Что еще? У кого-то из вас могли быть, к примеру, я хочу получить ипотеку, или я взял уже ипотеку, и мне нужно выплачивать кредиты, поэтому мне надо подумать о дополнительном заработке, иначе мне это сделать будет проблематично. Или есть, может быть, еще какие-то договоры или обязательства, мои дорогие, когда все-таки у нас выпадает король мечей, по королю мечей, это какие-то условности, инстанции, какие-то то, что мы связываем с бюрократической машиной или с системой иерархии, какие-то события или обязанности, которые вас тоже словно вынуждают в дополнительный заработок искать. А для кого-то это вы хотите построить карьеру, вы хотите кардинально изменить свою жизнь. Я хочу управлять ею, быть руководителем своей собственной жизни от начала до конца, а не тогда, когда мне дышит в спину или, ну, буквально пальцем указывает, что мне делать. И, по крайней мере, я понимаю, это не для всех, но, наверное, кому это интересно, поэтому вы смотрите это видео. И знаете, что я вам хочу сказать? Где-то ведь вы правильно мыслите. Когда выпадает король мечей, это карта статуса. И значит, если у нас есть честолюбивые амбиции, рано или поздно мы их добьемся. А сама по себе эта карта еще и говорит о том, что дела, работа, бизнес, деньги. Король как раз наиболее мечей, он наиболее удачлив в этих сферах, поэтому определенно в своей жизни менять что-то стоит. Изменить статус вам как будто необходимо. Вам выпадает карта императрицы. И у вас, мы говорим про октябрь. Октябрь, видимо, идеальное время для старта. Или даже если у вас по накатанной колее, предположим, какой-то бизнес движется, но вы хотите изменить или произошли в обстоятельствах тоже перемены, как будто нужно чего-то добавить, либо скорректировать что-то, и у вас получится. Вы знаете, тут можно сказать, чем бы вы ни занялись, только будет разница в том, у кого-то этот успех, может быть, или финансовая составляющая будет более быстро расти, а у кого-то чуть медленнее. Но у вас идеальное время для того, чтобы, в принципе, для вашего знака зодиака внести коррективы в свою профессиональную деятельность или ту деятельность, которой вам бы всегда хотелось заниматься, или каким-то образом реструктурировать свой бизнес, ну или вообще сделать для себя что-то очень хорошее, как и в личной жизни, так и в своих амбициях, так и вообще быть счастливым. Ведь карта императрицы, когда все в нашей власти. Ну, это здорово. Давайте мы посмотрим вот по прежнему месту работы, что у нас сейчас. Карта Луна. С одной стороны, сказал бы Луна, вот для вас как раз, да, карта интуиции, и она проигрывается в плюс. Вы можете интуитивно чувствовать, что время пришло. Или так не может оставаться. Или, может быть, там, где вы сейчас находитесь по работе, то, чем вы сейчас занимаетесь, перестала быть какая-то стабильная ситуация. И вас это вынуждает искать какие-то новые варианты. А что дальше? Давайте мы узнаем. Нужно как будто принимать решение. Либо кто-то из вас это решение уже получил. Может быть, вы получили предложение о новой должности, или вы переехали, допустим, и есть варианты попробовать себя в каком-то, ну, условно, не совсем, может быть, и новом деле, хотя у кого-то и так проиграется новая должность, или есть, тем не менее, ну, какая-то возможность именно по работе. Хорошо, что это такое? Давайте мы узнаем. Ну, тут что-то очень ценно, надежно, хорошее, перспективное. Посмотрите, выпадает карта силы. Тут как будто, я бы сказала, надо соглашаться. Идти вот именно по вашей интуиции, мои дорогие. Она у вас работает великолепно, лучше, чем все расклады вместе взятые. Карта силы – это ваша сейчас, на данный момент, ресурсность. А
сила сама по себе, по энергетике, карта похожа на магу. Она подразумевает как интуицию, мудрость, но где-то манипуляция, не без этого. Это где-то, ну, так отдаленно, но тем не менее императрица, карта власти, но власти доброй, мы всегда говорим. Потому что она найдет 1001 способ для того, чтобы любую ситуацию каким-то образом переломить в свою пользу. Тоже где-то не без манипуляций. И вот в этом пересекаются ваши как будто возможности. Как будто та возможность по тузу жезлов, может быть, это ваш импульс, инсайт, которому следует, ну, как будто прислушаться, идти вперед, чтобы не упустить какое-то время. И использовать все методы, говорят, хороши, ну, особенно это когда мы себя не подвергаем риску, держим где-то эмоции на коротком поводке, готовы к любым неожиданностям. Но вот, видимо, даже если ситуация для вас какая-то, знаете, ну, как быстро меняющиеся события или какая-то турбулентность, быстро меняющиеся законы или какие-то сюрпризы многочисленные, не случайные случайности, я могу сказать, вас как будто к решению какому-то подталкивает судьба, приводит к этому. Какая-то, ну, может быть, даже чехарда для вас будет означать новые возможности. Ну, вообще, как бы нам сразу сказали, хорошо, какова карьера на этом месте работы? Полное взаимопонимание с коллегами. Когда вы остаетесь довольны, когда вы останетесь в эмоциональном плане, в хорошем плюсе, когда у вас, может быть, будет группа поддержки, когда с удовольствием иду на работу, хорошо. А что мы говорим? То есть карьеру можно построить. А что по финансам? Карта иллюзорного успеха. А по финансам надо с чем-то будет определяться. Будет по справедливости, как будто тут будет очень многое зависеть от, с одной стороны, и от вас, от вашего эмоционального баланса, насколько вы умеете держать эмоциональное напряжение. Ну, тут может быть какая-то высокая должность, правда. Та должность, которая не просто дает вам какие-то возможности, но еще и нагружает вас какими-то обязанностями, мои дорогие. И, может быть, сначала оно выглядит так, ну, очень привлекательно, но мера ответственности у вас все-таки аркан справедливость как будто будет предусматриваться. И здесь нет места риску, понимаете? Есть еще такое значение с учетом этих карт. Может быть, вы уже давно к этому или какое-то время шли, вы хотели эту должность получить, или вы хотели вот именно такого какого-то продвижения. Но оценить все равно риск определенно стоит. С одной стороны, мы получаем то, что мы заслужили. И от того, как мы провели, может быть, предыдущий период жизни, нам как будто воздается сторицей. Вот такое тоже может быть. Ну хорошо, нам не сказали карты, хорошо, как это будет выражаться в финансах, если мы говорим, что можно построить карьеру, получить должность, ну и так далее. А в финансах, вот какой финансовый эквивалент для вас это будет? Четверка пентаклей, деньги будут. Но я не могу сказать по четверке, что это будут большие деньги. Или это будут те финансовые возможности, когда вы будете избавлены от мысли зарабатывать еще где-то. Или когда вы будете избавлены от ситуации, когда вам приходится экономить. Все-таки карта жадины – это на сохранение карта. Это карта якоря, да. Как будто денег нам хватит, но только в позиции или в значении этого слова «достаточно». Но не в позиции, когда я сам руковожу каким-то финансовым процессом. А что на октябрь тогда по этой работе? Финансы. Но есть такой момент, что да, деньги будут, но как будто либо обещали больше, а дали меньше, либо как-то я сама предполагала, что другой эквивалент, а тут может быть какое-то разочарование. По финансам, правда, вас может что-то не устроить. Но вот как будто так. Деньги будут, это да. Но либо, знаете как, это может быть еще такая ситуация, если переложить меру ответственности на финансовое вознаграждение, овчинка выделки не стоит. Вот у кого-то так. Хорошо, давайте мы будем спрашивать новые способы заработка, если мы все-таки рассматриваем альтернативные варианты. А вот здесь сразу же нам посмотрите успех.
Восьмерка пентаклей, работает, у тебя все получится. Если стоит вопрос о смене работы, или я ухожу в свободное плавание, или вообще вот, ну какая-то смена, перемены, но однозначный плюс. Или, посмотрите, как будто ситуация удваивается, мои дорогие. Была четверка пентаклей, а теперь мы получаем восьмерку пентаклей. Знаете, тут как может проиграться? Что на работе создалась ситуация, вы ценный работник, а вы правда, вы пунктуальные обычно, и на вас можно положиться. Вы профессионал своего дела или эксперт хороший, надежный. И хочется, может быть, вам поручить, точнее, это дело, о котором у начальства вашего не будет болеть голова. Но условия, которые реально как будто или плату за ваш труд, которую может себе позволить руководитель, может быть, он и рад, да, но сказать, что он сможет воплотить это в жизнь, по крайней мере, в октябре месяце, наверное, нет. А если вы где-то переключите свое внимание, как же я, такие чудесные возможности, у вас сила сейчас, понимаете, как будто в руках. Ну и само пространство вам помогает. Как это я могу использовать на благо самому себе? И у нас из четверки пентаклей практически мы можем видеть плоды труда своего, начинать заниматься каким-то новым делом и где-то, может быть, прочувствовать это интуитивно, но с другой стороны, я так думаю, что быстрый эквивалент финансовый получить даже по тому виду деятельности или роду занятий, который для вас будет означать как будто совершенно новое дело, или новый бизнес, или ваше хобби, или ваше творчество какое-то. А что еще? Нужно быть внимательным к деталям. Нужно разобраться, найти какие-то, знаете, словно, допустим, вы должны какое-то свое дело оформить документально. Вот там не должно быть ошибки. И с другой стороны, вам нужно самим принимать это решение, потому что вас могут сбивать, как будто отговаривать, приводить вам 1000 доводов, чтобы вы не отдали предпочтение чему-то другому. Я-то думаю, потому что нам вас показывают как прекрасного человека. И как человеческие качества, так и возможности ваши велики. Ну, какой руководитель в здравом уме, трезвой памяти захочет отпустить такого сотрудника? Для кого-то из вас, я могу предположить, даже уволиться с предыдущего места работы при условии, что вы нашли что-то новое. Или для себя уже знаете, может быть, уже отработано ваше какое-то ремесло. Может быть, тоже сложно. Потому что не захотят именно отпускать. У кого-то такая история в октябре может проиграться. Что еще? Вот как ни крути, мои дорогие, вот как будто ваше ремесло или ваш способ заработка, я говорила, кто-то квартиру в наем сдает, кто-то еще, может быть, дополнительно подрабатывает удаленно или продумывает, вот как раз как мне навыки эти по начальным каким-то даже возможностям начать работать в IT, да, тоже проиграется со знаком плюс. Вот за что не возьмись, как будто финансовый эквивалент мы видим сразу, посмотрите, или как дополнительный доход. Восьмерка пентаклей, работает, у тебя все получится, как будто с прогрессом. И сразу девятка кубков, я называю картой эгоиста. Это конкретная карта, которая больше про трудовую деятельность индивидуальную, потому что нам показан человек, который владеет своим рестораном. И в этой именно колоде карт. Он доволен, он хозяин своего детища. У него все под контролем, он руководит этим процессом, он его организует и направляет. В соответствии со своими видениями он получает финансовый эквивалент, что придает ему уверенность в сегодняшнем дне. И на завтрашний день у него тоже все распланировано, все схвачено, как будто, мои дорогие, вот по этой карте, именно в этой колоде. Тут нам карта сразу дает однозначный какой-то вывод, итог. Давайте мы узнаем, что будет дальше по тому месту работы или той работе, которой вы сейчас заняты. Вот основной, первый вариант, то, что у нас шло. Что будет дальше? Пятерка мечей. Вы знаете, со временем где-то все равно вас могут поставить в такие условия, когда придется на горло собственной песни наступить, с чем-то согласиться. Или вам придется лавировать, где-то уйти в тень периодически, потому что душа ваша с чем-то не будет соглашаться. Но
Чтобы не вызывать какую-то конфронтацию, вам придется все время идти на мировую или постоянно под кого-то подстраиваться, что рано или поздно вы себе скажете: все, хватит, мне это надоело. То есть вот это какая-то победа, вам даже, может быть, временно какие-то бонусы предоставят, да, или мы говорим карта сила, карта шанса, но потом как будто все скатится на круги своя. И мы придем к тому знаменателю, от которого где-то мы сейчас пытаемся оттолкнуться. А если вы по... Давайте узнаем. Если это что-то новое, новый способ заработка, тогда что? Каковы перспективы? Вы будете идти, посмотрите, старший аркан, это уже сразу нам говорят, когда предпочтение там, где старший аркан. Как будто вам вот эта проверка или вот та ситуация, которая у вас сейчас на данный момент, это не случайно. Вы должны какой-то важный выбор сделать в своей жизни. По аркану отшельник это тот человек, который или философ, который способен распутать любую сложную ситуацию, как будто разрешить. И есть такой момент, когда никто не мешает. Видимо, для вас вот здесь много помех, мы как раз об этом говорили. И по пятерке мечей это нам говорят, что ну какая-то атмосфера, она не очень здоровая. А по карте отшельник вообще нет никаких проблем. Я делаю так, как я хочу. Я следую за своей где-то интуицией, или я меняю так, как мне нравится, как свою жизнь, так и свой способ заработка, я что-то корректирую. Одним словом, хозяин собственной судьбы. Как это будет выражаться на последующую перспективу в финансах? Если мы говорим первый вариант, ну, правда, туз мечей, пятерка мечей, туз мечей, тут вот все то, что я сказала. Мы придем к тому знаменателю, что начнем искать выход из лабиринта заново. А что в продолжении по финансам будет, если мы говорим про что-то новое? Марафонский забег, когда финансы пойдут, пусть и как будто продолжение, нам сказали, вы увидите эквивалент финансовый, но плюс еще и по рыцарю Пентаклей, это когда на долгий период времени, лет на 10-20, мы формируем наше дело, и оно действительно будет процветать. Пусть это нам не говорят, что это будет однодневный какой-то успех, но это то, что нам обеспечит финансовую стабильность на долгие годы. Давайте совет от карт. Вот интересно. Вот как хотите, как будто идти нам все равно придется, да? Нам выпадает карта восьмерка кубков, когда отправиться как будто в будущее, как ты не пытайся переиграть или уйти от решения какой-то проблемы, но повернуться к спиной к прошлому нам придется. Вот неизбежен какой-то уход или неизбежны перемены, и даже если мы их где-то отложим или будем оттягивать на потом. Знаете, я бы сказала, раз нам выпадает восьмерка кубков, и то, что идти вперед придется. Может быть, попробовать, словно не бросать какое-то первое дело, и все-таки сразу же начинать как будто что-то второе. Мы определенно себе потом скажем спасибо, что у нас хватило решимости вот какой-то осуществить новый проект, который нам будет служить долгие годы. Как будто по восьмерке кубков мы не сможем отменить, наверное, какие-то последующие перемены. И мы сейчас это можем не видеть, карта Луна. Вот нам ведь тоже говорят, ты сейчас чего-то не видишь. Пока сумерки. Вот одна вот эта картинка какая-то, которую, да, мы говорим и взаимопонимание, и как предложение, или ваш собственный инсайт. У вас сейчас ресурсный период. И, конечно, это может добавлять приятных эмоций и где-то нам создавать какую-то иллюзорность все-таки. А вот она, собственно-то говоря, нам и выпадает. А на самом деле пройдет какое-то время, выглянет солнце, по карте Луна всегда так говорят, и тайное станет явным. Значит, мы можем тут что-то узнать, или какие-то еще нюансы могут открыться, когда мы можем пожалеть, что где-то отказались от новых вариантов работы или просто перестали их рассматривать. А здесь как будто, ну, как минимум, либо изучать, если необходимо, что-то нужно начать, либо пробовать себя, делать первые шаги.
потом мы скажем спасибо. Очень перспективный как раз в плане работы на себя. Второй вариант. Перекладывайте на себя, чем бы вы ни занимались. Тут как будто есть уже прогресс. Нам с первых карт об этом сказали. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.